Всем привет! В этом видео продолжаем делать бычка. Начнем вязать глаза. Крючком 3,5 мм я набираю цепочку из 6 воздушных петель. Первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. И вяжем согласно схеме 4 ряда. Маркируем начало 5-го ряда для удобства отсчета рядов и вяжем без изменений 5 и 6 ряды. Последнюю петельку выводим вовнутрь и оставляем ниточку подлиннее, для того, чтобы потом пришить глазки. Убираем маркер и определяем место крепления глазок. Прикалываем булавочками. Убеждаемся, что глазки ровно посередине головы, и если все хорошо, пришиваем аккуратными мелкими стежками. Оставляем небольшое отверстие для набивки и наполняем. Я помогаю себе крючком. Наполняем не сильно плотно, так, чтобы потом легко можно было сделать стяжку. И зашиваем до конца. Затем с помощью мелких стежков подводим нить к середине и затягиваем глаза. Делаем 2 оборота, чтобы плотнее закрепить стяжку. Поправляем, если нить легла неровно. И закрепляем. Прячем конец нитки внутри глазок, обрезаем. Теперь установим глазки. Я буду использовать винтовые глаза 14 мм в диаметре. Определяю место расположения глазок и с помощью маленьких ножниц расширяю отверстие. Проверяю место расположения глаз. На этом этапе можно переместить, если расположение вам не нравится. И если все хорошо, горячим клеем фиксирую глазки.
Здесь мне показалось клея маловато, добавляю еще чуть-чуть. Чем лучше приклеены глаза, тем лучше. Теперь свяжем ушки. В кольцо амигуруми набираем 5 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый и пятый. Плотно затягиваем кольцо и во втором ряду равномерно прибавляем 2 петли. Сразу в первую петлю ряда провязываем 2 столбика без накида. Маркируем. Затем вяжем 2 столбика без накида. Первый столбик и второй столбик. И опять делаем прибавку в одну петлю 2 столбика без накида. Также маркируем. Повторяем эти прибавки 3-9 ряды. Убираем маркеры, определяющие места прибавок, и маркируем начало 10 ряда. Вяжем этот ряд без изменений. На 11 ряду нужно убавить 1 петлю по середине ушка. Складываем ушко пополам, соединяя линии прибавок. Маркируем середину ушка. Довязываем до маркера и делаем убавку. Заводим крючок за переднюю стенку первого и второго столбика и провязываем их вместе. Возвращаем маркер на место, чтобы не потерять место убавки. И продолжаем вязать, повторяя эту убавку 4 ряда. Получается до 15 ряда включительно. Довязываем 15 ряд до конца и последнюю петельку уводим вовнутрь. Оставляем длинный хвостик одной из ниток, чтобы потом можно было пришить ушко. Убираем маркеры и таким же образом вяжем второе ушко. Начинаем вязать рожки. Так же, как и туловище, я буду вязать в 2 нитки крючком 5,5 мм. В кольцо амигуруми набираем 5 столбиков без накида. Затягиваем кольцо и в первую петлю второго ряда провязываем 2 столбика без накида. Первый столбик и в эту же петлю второй столбик без накида. На черных нитках вообще почти ничего не видно, поэтому маркируем место прибавки. Повторяем эту прибавку по 5 ряд включительно. Маркируем начало 6 ряда и 6, 7, 8, 9 и 10 ряды вяжем по спирали без изменений. Выводим последнюю петлю вовнутрь.
Одну нить обрезаем коротко, а вторую оставляем подлиннее, для того, чтобы потом пришить рожок. Затягиваем нить и таким же образом вяжем второй рожок. Теперь сделаем для них проволочный каркас. С помощью круглогубцев я закругляю конец проволоки. Вставляю в рожок и отрезаю нужную мне длину. Также закругляю второй конец проволоки. И плотно наполняю рожок, таким образом, чтобы проволока была посередине. Определяю место крепления рожек, так, чтобы они находились ровно посередине головы. И расширяю отверстие с помощью круглогубцев. Вставляю проволоку, убеждаюсь, что расположение мне нравится. Также примеряю ушко, смотрю, как это будет смотреться в итоге. И если все хорошо, определяю место для второго рожка. Проверяю, чтобы все было симметрично. Вставляю проволоку. И пришиваю рога к голове аккуратными мелкими стежками. Стежки затягивайте плотно, чтобы их не было заметно. Закрепляем нить и прячем конец нитки внутри рожка. Убираем волокна синтепока и обрезаем нить. Теперь пришиваем ушки. Короткий конец ниточки прячем внутри и складываем ушко ровно пополам. Закрепляем у основания несколькими стежками. И примеряем к бычку. Определяем место крепления. И плотно пришиваем к голове.
Закрепляем нить и прячем конец нитки внутри игрушки. Обрезаем, симметрично пришиваем второе ушко и начинаем вязать ноздри. Одной из основных ниток крючком 4 мм делаем кольцо амигуруми и набираем в него 6 столбиков без накида. Затягиваем кольцо, обрезаем кончик нитки, чтобы он нам не мешался. Второй ряд вяжем с прибавками согласно схеме. В каждую петлю по 2 столбика без накида. Выводим последнюю петельку вовнутрь. И оставляем кончик ниточки подлиннее, для того, чтобы пришить ноздри и вышить вокруг пунктир. Таким же образом вяжем вторую ноздрю. Определяем расположение и прикалываем булавочками. Убеждаемся, что нам все нравится, и пришиваем аккуратными мелкими стежками. После того, как ноздря пришита, выводим нить примерно на 1 столбик в сторону и вышиваем вокруг пунктирной линией. Затем выводим нить опять в область ноздри. Делаем закрепку. Прячем конец нитки внутри игрушки. В следующем видеоуроке полностью сделаем бочка. Всем спасибо за просмотр. Поддерживайте канал лайком и подпиской. До новых встреч. Пока.